Друзья, я просто негодую от того, как мужчины снова и снова совершают банальные, наивные ошибки в отношениях с женщиной. Хотя информации на канале уже полно, казалось бы. Но именно этот случай я бы прям взял, законспектировал, заламинировал и повесил в рамочку на стену. В качестве напоминания себе о том, как ни в коем случае нельзя поступать. Вы, главное, дослушайте до конца. Это реально захватывающе. Год назад начал встречаться с девушкой с работы. Начали в августе, все было класс. Она очень общительная, говорила, что у нее есть парни-друзья. Я значения как-то этому не придавал. В сентябре друг заезжает за ней, и они едут в кафе. Вместе. Потом он ее привозит обратно. Она этого не скрывала. Я как-то это схавал, но потом начал осознавать, что происходит. И меня вдруг накрыло. Я начал ненавидеть всех этих ее друзей. Стоп. Почему твоя девушка не скрывала того, что она едет в кафе с каким-то другим мужиком? А потому что ты дал ей сам это разрешение. Ведь если ты, как ты говоришь, не придавал этому значению, женщина воспринимает это как то, что это позволительно в ваших отношениях. Ты не обозначал ей это. Просто, по сути, плыл по течению, кайфовал. Был в этом эмоциональном дофаминовом угаре находился. А зачем тебе обращать на это внимание? Придавать этому значение? Это невыгодно. И тогда придется создавать напряжение. А вдруг ей это не понравится? А вдруг она соскочит? Здесь ты себя обманываешь на самом-то деле. А вот это ощущение, что ты это хаваешь, как ты говоришь, у тебя появилось оно. До этого ведь его не было. А потому что чем дольше времени проходит, чем дольше ты находишься в этих отношениях с женщиной, тем ты больше вовлекаешься, тем выше значимость, тем более она для тебя ценна становится. И, разумеется, для нормального мужика подсознательно совершенно неуместно такой момент, когда его женщина околачивается с какими-то другими мужиками. Пусть даже в формате друга, знакомого и так далее. А тебе-то не хочется ее с кем-то делить. Вот и думай. Есть еще друг Сережа. Он ей помогает делать курсовики. Но я как-то к нему не ревную. И зря. И зря. У многих проблемных барышень существует такой очень близкий друг. Ты не переживай, он мне как подружка. Как мужчина он меня не интересует совсем. И исходя из практики, как раз таки вот этот друг-подружка, с ним измена и происходит. Как ни странно. С кем ты и не ожидаешь на самом-то деле. А почему? Давайте задумаемся. Ведь бессознательно для женщины этот друг настолько безопасен, что с ним даже измена, как будто бы понарошку, как будто бы это игра. Как будто бы ничего не произошло. Это так. Мы просто подурачились. Но много женщин с сильной степенью проблемности так реально думают и вполне себе уверены, что это нормально. Если ты делаешь какие-то исключения, этот друг безопасный, она с ним не изменит точно. А этот он прям такой, да, он может претендовать. То есть теоретически он ей может понравиться. Его нужно держать на дистанции. Нужно обозначить ей, что с ним нельзя общаться. Нет, оно так не работает. На полшишечки не работает. Ведь если ты не обозначил сразу, для женщины это по умолчанию разрешение. Она потом искренне удивится, когда ты внезапно до этого позволял ей все, а потом внезапно начинаешь предъявлять. Она скажет: в смысле? Если тебе не нравится, то ты это обозначаешь сразу, а не ждешь неожиданного сюрприза. Я стал выносить ей мозг, что никаких друзей парней не может быть. И начались ссоры. Это классика, это классика. Я ее очень люблю, но не могу терпеть этих друзей. Мы жили вместе зиму с ней, потом разъехались. В июле она меня везла на работу, и у нас сломалась машина. Я опоздал на работу, как пришел, звоню ей, говорю: как ты? Она говорит: я с другом гуляю в Леруа. Я снова в бешенстве. То есть, да, ты совершил ошибки, что запоздал со своими этими рамками, да? Но какие здесь у тебя ошибки? Во-первых, ты стал выносить мозг, то есть, по сути, вышел на эмоции. А что для женщины такое выход на эмоции мужчины? Это проявление слабости. Значимость тебе падает, уважение падает, чувство влечения, желания, влюбленности падает. Да, потому что уверенный в себе сильный мужчина, он не распыляется на эти скандалы, он не тратит энергию на выяснение отношений.
Он просто обозначает, если его слова не услышаны, то он как бы идет другой дорожкой. Почему ссоры пошли и почему она не восприняла то, что тебе не нравится, всерьез и не послушала тебя? А потому что ей пофигу. Ей пофигу. Мало того, что значимость тебе просела, она видит, что ты залип, она видит, что ты абсолютно в зависимом положении от нее, что ты не в состоянии разорвать эти отношения. Она тебе гадит, а ты терпишь. Ты терпишь. И о каком уважении, о какой любви ты говоришь? Твои слова просто взяла и смыла в унитаз. Я уж не говорю сейчас о том, что в принципе сходиться с женщиной, которая позволяет себе в отношениях дружить со множеством парней, то есть по сути окружать себя мужским вниманием. Понятно, даже если ты что не обозначал это, но последовательная, порядочная женщина это понимает, что если ты начинаешь отношения, нужно как-то отсекать всяческие непонятные контакты, да, мужские. И тем более, чтобы кто-то ее подвозил, увозил, с кем-то она гуляла. Готовить она не умеет. Готовил я всегда. Здесь это звучит как некая претензия, но если тебе это не нравится, это также должно быть тобой выявлено в начале. А почему ты это не выявил? Почему ты это не спрогнозировал? Почему ты этого всего не увидел? Потому что ты кайфовал. У тебя не было цели создать крепкие отношения, создать долгоиграющую семью. То есть мы же отталкиваемся от цели. Если нет цели, и ты вступаешь в отношения с женщиной, просто потому что вы понравились друг другу, пробежала искра, то как ты можешь потом что-то предъявлять? У тебя нет полномочий что-то предъявлять. Ты не можешь спросить с женщины какие-то вот такие вещи. В сентябре мы съездили в Сочи в отпуск. Думал, хоть в отпуске перезагрузка будет. Ой, как напрасно ты думал. Секс стал очень редко. Она не хочет. Конечно, она не хочет, потому что бессознательно ты уже не вызываешь у нее вот этого желания, да, инстинктивного животного желания. Потому что доминирующую позицию не занял. Не занял. То есть, как она мыслит? Я, значит, его не слушаю, я делаю по-своему, я делаю то, что ему не нравится, а он везет меня в Сочи в отпуск. То есть, по сути, пытается всякими ништяками меня задобрить, чтобы я вела себя лучше. Ага. А что, так можно было? Получается, я могу себя вести еще хуже, и он будет еще больше стараться. Теперь близость для нее это некий инструмент. Приехали с отпуска, купил ей часы Apple Watch 5 октября, а 25 она меня бросает. А что, кто-то сомневался? То есть ты ее свозил в отпуск, изменений не произошло в лучшую сторону, скорее в худшую. Вы приехали с отпуска, и ты купил ей Apple Watch. Видимо, тоже, чтобы произошла перезагрузка в лучшую сторону. Да, ведь отпуск в Сочи не сработал, и барыне необходимы дары подороже, попышнее. У меня складывается впечатление, что мужчины в любой непонятной ситуации бегут за айфоном, за Apple Watch. Такой универсальный задобритель, я бы так сказал. Но что надо понимать, друзья, что подарки не способны вызвать у женщины какое-то желание к тебе, не способны вызвать уважение к тебе, как мужчине. Они скорее подтверждают идею, что тебе для того, чтобы быть услышанным ею, необходим какой-то бонус, необходимы дары. Да, в каких-то случаях подарок срабатывает, но это же кратковременно. В этот день, возможно, настроение у нее будет получше, а 25-го она тебя бросает. А что дальше? Я уже на стену лезу, она меня обзывает конченным всякими разными словами. Я унижаюсь, говорю, что исправлюсь, а она говорит, что как пара мы больше быть не можем. То есть ты говоришь исправишься, а исправишься в чем? Давай задумаемся, в чем логика? Ты пытался наладить отношения, ты подарил ей подарок, повез в отпуск, терпел ее непозволительное поведение. В чем исправишься? Все, что в тебе сейчас бурлит, все, что в тебе говорит, все, что из тебя выходит, это все завышенная значимость. Если ты сейчас вспомнишь все, что она творила, то, как она себя вела, то она, в принципе, недостойна не то, что твоих исправлений, а, в принципе, внимания твоего. Звонит мне коллега и рассказывает мне про то, что знает, что этим летом она спала со своим бывшим. Это он ей сам рассказывал. А я ей говорил тогда, чего вы лайкаете друг друга? Удали его. А она говорит, ну ты дурак, он был у меня, когда мне было 17 лет.
В чем здесь твоя ошибка? То, что ты вступил с женщиной, которая априори тебя не уважает, да, раз она обзывается. Какие-то дебаты. Ты начал ей указывать, ты начал ей приказывать. При том, что значимость твоя низка. То есть, как женщина это воспринимает? Она воспринимает это просто, что ты мозгоклюй. Что он там на меня тявкает. Ты думаешь, она всерьез воспримет твои волнения? Нет. Так вот, он женился и в том году летом развелся. И она с ним спала, как он развелся. Меня терзает изнутри. Я не понимаю, что это было, но мне не по себе. Я места себе не нахожу. Что здесь можно посоветовать? Во-первых, выбирать женщину нужно правильно. Если ты, находясь на берегу, на этапе знакомства, видишь, что вокруг женщины вьется какой-то мужской хоровод, кто-то подвозит, увозит, названивает, пишет, не лезь туда. Не лезь. Себе дороже станет. Эта женщина не для семьи, не для отношений. То есть она, очевидно, что получает какой-то эмоциональный ресурс. Именно это ее цель. Она не хочет останавливаться на каком-то одном мужчине. Либо ищет какой-то идеальный вариант, который, разумеется, ничего общего с реальностью не имеет. Не нужно бросаться в омут с головой. Смотреть на внешность, какая она красавица, сексуальная, фигуристая. Потому что себя ты не обманешь. Если ты думаешь, что вот я сейчас покайфую, повстречаюсь, да, она непригодная, да, она не подойдет для отношений, но вот я получу от нее все, что хочу, проведу хорошо время, и потом пойду своей дорогой. Не надо себя обманывать. Во-первых, ты себя предаешь. Предаешь. Ты растрачиваешь энергию, которую мог бы потратить на общение с подходящей, хорошей, последовательной женщиной. Уделить ей время. Ведь она его, в отличие от подобной барышни, оценит.